Задумывались ли вы когда-нибудь об удивительной связи между сексуальным здоровьем и счастьем? В сегодняшнем видео мы погружаемся в интригующий мир человеческой сексуальности, открывая удивительные открытия о ее влиянии на наше физическое и эмоциональное благополучие. От невероятной пользы мастурбации для здоровья до мощного воздействия эндорфинов, высвобождаемых во время оргазма, это видео наполнено ценной информацией, которая оставит вас информированными и вдохновленными. Присоединяйтесь к нам, мы исследуем увлекательную взаимосвязь между сексуальным поведением и общим состоянием здоровья и узнаем, как получение сексуального удовольствия может привести к более счастливой и здоровой жизни. Оставайтесь до конца, чтобы узнать, как вы можете включить эти идеи в свою жизнь для большего удовлетворения и благополучия. Вы не захотите пропустить ни мгновения этого захватывающего путешествия. Согласно нескольким сообщениям, было документально подтверждено, что мужчина достиг замечательного рекорда – 134 оргазмов за 1 час, установив выдающийся эталон в области сексуальной физиологии. Этот необыкновенный подвиг подчеркивает сложность и потенциальные возможности человеческой сексуальной реакции, демонстрируя удивительные возможности человеческого тела. Интригующее научное исследование раскрывает потенциальную пользу спермы для ухода за кожей, поскольку она содержит белки с предполагаемыми свойствами против морщин. Считается, что при нанесении на кожу эти белки оказывают омолаживающее действие, предлагая новый взгляд на нетрадиционные методы ухода за кожей в обширном ландшафте сексуальной активности человека. Поразительные статистические данные показывают огромные масштабы его распространенности. По оценкам, ежедневно во всем мире происходит минимум 100 миллионов половых актов. Масштабность этого явления становится поистине ощутимой в любой момент времени. Около 65 тысяч пар участвуют в интимном акте любви, что подчеркивает повсеместность и разнообразие человеческого сексуального самовыражения в разных культурах и географических регионах. Обычно наблюдается, что женщины, как правило, тяготеют к мужчинам с хриплыми, глубокими голосами, поскольку они часто излучают уверенность, не выглядя при этом чрезмерно агрессивными. Это предпочтение предполагает сложное взаимодействие между тембром голоса и воспринимаемыми чертами личности в сфере влечения. Было отмечено любопытное открытие в области питания: всего лишь чайная ложка спермы содержит около 7 калорий. Эта интригующая деталь проливает свет на биохимический состав семенной жидкости и его потенциальное значение для диетических соображений. Еще один интригующий аспект человеческой привлекательности связан с частотой улыбки. Удивительно, но женщины часто находят мужчин, которые улыбаются реже, более привлекательными, чем их более молодые коллеги. Это предпочтение предполагает тонкое восприятие выражений лица и их связь с основными чертами личности. С физиологической точки зрения длительная сексуальная бездеятельность связана с возможным уменьшением размера полового члена. Это открытие подчеркивает важность регулярной сексуальной активности для поддержания оптимального сексуального здоровья и функций, подчеркивая сложную взаимосвязь между сексуальным поведением и анатомическими характеристиками. Кроме того, исследования показывают, что у женщин более обостренное обоняние по сравнению с мужчинами, при этом острота чувств достигает своего зенита во время овуляции. Это высокое качество обонятельной чувствительности может играть роль в выборе партнера и репродуктивном поведении, подчеркивая многогранную природу сексуального влечения и воспроизводства человека. Утверждается, что в ходе нетрадиционной демонстрации силы женщина подняла большую часть веса, ошеломляющую 14 килограммов, используя свои вагинальные мышцы. Этот подвиг добавляет интригующее измерение дискуссиям о сексуальном мастерстве и физических возможностях, а также подчеркивает сексуальную активность среди греков. 87% утверждают, что практикуют ее по крайней мере 1 раз в неделю. Интересный вывод научных исследований показывает, что такой простой аксессуар, как солнцезащитные очки, может повысить привлекательность мужчины в глазах женщины. Этот любопытный феномен подчеркивает влияние внешних факторов на воспринимаемую привлекательность и дает представление о тонкостях человеческого влечения. Более того, данные опроса 2012 года показали, что большинство британцев, 60%, предпочитают заниматься сексом при выключенном свете.
Это предпочтение отражает индивидуальный уровень комфорта и восприятия близости, подчеркивая разнообразие предпочтений в сексуальных отношениях. Удивительно, но есть утверждение, предполагающее, что женщина, занимающаяся оральным сексом, может указывать на более высокий уровень счастья по сравнению с вагинальным сексом с проникновением. Это заявление бросает вызов традиционным представлениям о сексуальном удовольствии и удовлетворении, предлагая альтернативный взгляд на близость и сексуальные взаимодействия. Наконец, по оценкам, примерно 1 из каждых 50 женщин имеет дополнительный сосок, биологическую вариацию, которая усложняет анатомию и генетику человека. Этот интригующий факт подчеркивает разнообразие человеческих тел и служит напоминанием об удивительных сложностях биологии человека. Идея о том, что женщины желают секса больше, чем мужчины, является захватывающим аспектом человеческой сексуальности, который стал предметом серьезных дискуссий и исследований. Когда речь идет об индивидуальных предпочтениях женщин относительно характера и интенсивности тактильных ощущений, важно признать, что они различаются. В то время как некоторые могут находить утешение в нежных прикосновениях, другие могут предпочитать более сексуальные формы прикосновений. Такое разнообразие подчеркивает важность общения и взаимопонимания в построении интимных отношений, гарантируя, что потребности и желания обоих партнеров будут удовлетворяться с чуткостью и уважением. Кроме того, интригующая анатомическая особенность показывает, что одно яичко обычно находится немного ниже другого, что служит практической цели, предотвращая их столкновение друг с другом во время движения, сводя к минимуму дискомфорт. Эта адаптивная черта подчеркивает детали физиологии человека и эволюционные механизмы, которые оптимизируют репродуктивную функцию и комфорт. При исследовании женских эрогенных зон примечательно, что у женщин есть 2 основных места чувствительности – точка G и шейка матки. Эффективная стимуляция этих областей может вызвать сильное чувство удовольствия и возбуждения, обогащая сексуальный опыт и углубляя эмоциональную связь между партнерами. Стоицизм призывает людей относиться к сексу и красоте с умеренностью, самодисциплиной и сосредоточением внимания на внутренних добродетелях, а не на внешних желаниях. Вера в это приводит к более глубокому чувству удовлетворения и удовлетворенности жизнью людей. Более того, современные взгляды на женскую сексуальную реакцию показывают, что женщины часто испытывают пик сексуального удовольствия посредством мастурбации, а не традиционного проникновения. Это подчеркивает важность стимуляции клитора для облегчения достижения оргазма и подчеркивает важность самоисследования и самоудовлетворения для повышения сексуального удовлетворения и удовлетворения. Фактор агалии относится к уникальному сексуальному влечению, характеризующемуся увлечением статуями или манекенами. Этот интригующий феномен проливает свет на разнообразие человеческих сексуальных предпочтений и желаний, подчеркивая сложность индивидуальных моделей возбуждения. В современную цифровую эпоху люди все чаще включают технологии в свою посткоитальную рутину. Статистика показывает, что 30% людей в возрасте до 40 лет сразу же заходят в социальные сети после сексуальной активности. Это подчеркивает повсеместное влияние технологий на современную близость, отражая взаимосвязанную природу нашей цифровой и физической жизни, когда дело доходит до близости. Важность продуманной прелюдии невозможно переоценить. Прежде чем заняться оральным сексом с партнером, важно развивать желание и возбуждение с помощью нежных ласк, которые не только увеличивают физическое удовольствие, но и способствуют эмоциональной связи и близости между партнерами. Если вам понравилось, не забудьте включить уведомления. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Спасибо и увидимся в следующий раз.